Эта история началась в конце прошлой зимы. Мы с Федором Тимофеевичем выехали на снегоходах из небольшой сибирской деревушки с хантейским названием Корлики. Единственной нашей целью были волки. Мы не обладали большим опытом по поимке серых хищников, поскольку в нашей тайге это редкие гости. Большая стая волков появилась совсем недавно у вершины реки и уже успела хорошо потрепать местных оленей и лосей, кормящихся в пойме. В нашем регионе высота снежного покрова обычно не позволяет волкам свободно передвигаться. Серые хищники предпочитают открытые продувные пространства. Там снег плотнее, и догнать добычу им легче. В глухой тайге волки вынуждены использовать оленьи тропы. Хорошее стадо оленей, как правило, привязано к определенной местности, и за зиму они натаптывают большое количество троп. Волки используют эти тропы для охоты и сильно не мигрируют, держась за свое стадо, которое их кормит. Волки пришли сверху, получается, ушли вниз, получается, к фишке. Значит, что? Значит, они где-то у нас там.
Километров 50, наверное, проехал. Может, чуть поменьше. Ну, нашел. Не знаю, темно, вечер. Нашел я эту стаю. Одиночка увел след по речке. А стая тихонько, втихаря, ручьями ушла. Я их нашел. Не знаю, поднял, не поднял. Слева бор, справа бор. Волки идут по речке. Ну, стая вся. Вот, ребят, след. Вот след. Лапа, конечно, здоровенная. Волков, похоже, там нехило. Да. Я их, ребят, поднял 100%. След даже не подмерзший. Сейчас есть шанс, что он может быть. Вот. Сейчас попробую в лес выскочить. Такие дела. Волков, наверное, штук 8, если не 10, а может и больше. Вообще толпа такая серьезная. Даже жутко маленькая, я столько не гонял ни разу. Закрутились они тут. А, наверное, лосей увидели. Ну, это след вчерашний. А? Это след вчерашний. Конечно, вчерашний. Они ночь шли. Ну, след туда идет. А? Туда идет. Ну? Ну, дай бог, может, сейчас наборы выйдут. Сейчас попробуем. Может, наборы выйдут. На тот? Да. Ну, давай переедем уже. Куда они идут? Вот нам туда и надо.
Поутру мы с Алексеем Ивановичем и Федором Тимофеевичем прибыли на место. Проверили оклад и, не обнаружив выходных следов, начали делать загон. Мы были уверены, что волки у нас в окладе, и деваться им будет просто некуда. Как сильно мы тогда ошибались. Стая волков оказалась гораздо умнее и хитрее, чем мы предполагали. Хищники дождались утреннего мороза, и когда наледь в реке подмерзла, они всей стаей след в след вышли из оклада, не оставив при этом ни одного заметного следочка. Мы были в полном недоумении, почему у нас оклад оказался пустым. Что-то непонятное и мистическое кружилось в голове. И только тщательный осмотр по более большому кругу выявил, что волки нас перехитрили и вышли из оклада. Такой смекалки я ни разу не встречал у зверей. Нам пришлось ехать дальше и торопить стаю, которая явно понимала, что ее преследуют. Так что тогда, может, отсекаем, вот по которой сегодня дорога приехали, там отсекаем. Там отсекаем, потом на юг, к Ваху, и видно будет. Волчий след стаи все дальше и дальше удалялся на северо-восток от нашей избы. Вслед за ним удалялись и мы. Волки шли строго по прямой, выбирая самые заросшие крепи, по которым невозможно было проехать на снегоходе. Нам приходилось продвигаться в стороне от следа, используя более редкий лес и болото. Запас топлива у нас был ограничен. Надежда догнать стаю таяла с каждым километром. Волки лапки чистили. Или играли. След такой. Или отдыхали. Что-то тут непонятно. Ну, уходят, следы заметают. Пока преследуем, лишь бы метели не было. Пока мы на хвосте. Но они развернулись, они своим следом прошли и пошли обратно. Видимо, хотели от речки отойти. Но снова вернуворачиваются в речку. Ну, там еще кусок бора есть, сейчас проеду. Если в бору, то мне повезет. А если не в бору, то, придется завтра опять обклады, что-то делать, мудрить, в круг записывать. Ну, у нас тут переходы есть. Это радует. Такие дела. Речка гнилая, по ней не поездишь сильно. Будем преследовать. Вот этих вот куча волков такой урон округе нанесут, что просто жесть. Здесь не останется. И так все лоси с округи поубегали. Оленей вообще не стало. Никто эту банду поймать не мог. Но мы попробуем. Чем черт не шутит, вдруг повезет. Смотрите, ребят, что волки сделали с лосем. Буквально сегодня теленка поймали. Ох, я им помешал. Ох, я им помешал. Как бы они тут меня не съели. Парни у меня что-то приотстали. Тропища вон такая накатана. Я их, видимо, спугнул в добыче. Жесть, я первый раз такое нахожу. О, смотрите, следы волчьи кругом. Ага, сюда они, похоже, свалили. Бедный теленок. От теленка ничего не осталось. Да, парни, волки — это не шутка. О, какая лапа. Так, сюда идет дорога. Ох, мяско-то свежее. Надо хоть мясо у них кусочек забрать. Волчьего пайку. А то я покушать-то не взяли вообще ничего. Ну ладно. Сейчас попробуем кружнуть их. Самое главное
знать, где эта вещь. Там справа болото. Может получится догнать. Обалдеть, уже 10 дней. И первую лось найдены. Такие дела. Расскажи, не поверят точно. Перекус печеночкой. Волков маленько позаимствовали. Поджарили. На костерке. Вкуснятина. Надеюсь, они не обидятся. Это нам не поздоровится. У нас на снегоходах сильные аргументы приторочены. Если кто-то недоволен, пусть выскажет это недовольство. И мы можем достойно ответить. Ну это да. С чем мы, в общем-то, и заняты уже в течение более чем недели. Пока еще, видишь, никто не возражает, что мы за ними. Пока нам отдают все. Да. Заберите еду, печенку. Только отвалите от нас. Отвяжитесь от нас, ну. Ладно. Но мы пока не сдаемся. Иваныч сказал, ночуем сегодня в остатках индустриализации. Там на Буровой старый... Это остатки 90-х. Остатки 90-х. На брошенной Буровой, ребят, есть вагончик с печкой, и дрова вроде есть. Вот. И, наверное, сегодня там заночуем. До избушки, потому что далеко до дома. Деваться некуда. Надежда есть, волки пошли в обратную сторону. Вполне возможно, что мы их завтра где-нибудь там сможем перехватить. Завтра только этот круг, наверное, останется записать повторно и все, да? Да. Выход найти. Выход найти, но... Ну, будет день и будет пища, будем пробовать. Надолго хватит. Ну, я думаю, на ночь хватит, ничего останется. Лёш, воды не надо, я поуливаю. Переночевали. И сегодня утром приезжаем к туше, а ее нету. Ну как нету? Полтуши нету. Съели лопатку, съели заднюю ногу, съели пол ребра. Ну, короче, пол лося они съели. В общем, такие дела, ребят. Сейчас установил фотоловушки. Хотя бы посмотреть, что там за волки. Как они хоть выглядят. Ну и приблизительно их 18 штук. Стая довольно-таки большая. Ну, это таежные, по нашим меркам это довольно неплохая стая. Плюс-минус я могу ошибаться, конечно. Но толпа их добрая. Если честно, даже когда к туше подходил, было немного боязно. Я озирался по сторонам. И вот сейчас тоже фотоловушки ставил, немного озирался. Ну, посмотрим, что загадывать. Не знаю, может повезет, увидим что-нибудь. Но взять здесь их практически нереально. Это вот последний профиль, который в этой тайге протянут. Все, дальше вообще профилей нет. Лес мелкий, проехать невозможно, а догнать их, ну, это вообще нереально.
С подхода тоже очень умный зверь, очень чувствительный. Я вообще первый раз занимаюсь волками. У нас как бы они редкость, вот. Но я про эту стаю слышал. И вот представляете, уже наверное, 2 недели, как я занимаюсь. А толку-то особо, ребят, я к ним не приблизился. Они постоянно меня накалывали. То первый раз вышли на цирлах, прям вообще вслед. Мы 2 пустых загона сделали, а их там не оказалось. Ну, в общем, такие дела. Ну ладно, не унываем. Фотоловушечки стоят. Посмотрим через время, что там будет. Ну а сейчас домой, в избушку. Пить, кушать чай. Собачек кормить. Погнали. Шаман в Адмире в гости бегал, да? Ну, это зайка бегала. Я гляжу, там на болоте след собачий. Аж до туда бегали. А, такие. Остатки сладкие. Ой, как вкусно. Совсем чуть-чуть осталось. Ты оброс капец, блин. Жека, что с твоим носом? Где третий? Едет сзади. Щука хорошо клевала. Хорошо. Нормально поймали щуки, да? Ну, штук 20. Штук 20.
И щука хорошая, классная, да? Щука нормальная. Она не это самое, не горликовская, даже не тынярская. Щука вообще белая-белая такая. Олег, ну ты счастливый. Пойдемте кушать, там суп готовый, да, это. Рыбку я вам приготовил. Че, нормально, съедобно? Вкусно, ты что? Вкусно, да? Не то слово. Да. Где-то тут перчик был. Так, Олег, тебе наложить или ты сам? Им чесаться лень, они ходят в баню, понимаешь? Лентяи. Мы не такие. Нам чесаться не лень. Нам не лень чесаться. Вот чесночка, я не знаю, у тебя чеснок остался? Блин, надо кукурики. После установки фотоловушки волки к добыче не притронулись. Они ходили по кругу в радиусе 50 метров, но ближе так и не подходили. На следующие сутки они вовсе бросили добычу и ушли дальше на север. Это еще раз подтвердило тот факт, что серый хищник очень осторожен, и даже когда он голоден, то рисковать понапрасну не будет. Вся добыча досталась местной соболюшке. Она практически жила на туше, видимо, считая себя единовластным и абсолютным собственником добычи. Многие охотники считают, что если бы соболь был размером с волка, то это был бы самый страшный хищник в мире. Ведь несмотря на свой размер, этот зверек в состоянии поймать глухаря или даже небольшого оленя. Пока соболь хозяйничал, больше никто не осмеливался приблизиться, и даже наглые вороны и лисы не попадались в объектив камеры. Че, набегалась? Нельзя его трогать. Видела, какой он красивый? Белый. Не, сезон закончился, никаких оленей. Вовремя я ее подобрал. Если бы в лес бы он убежал бы с ней, то, наверное... Тихо, место. То, наверное, бы это пришлось бы на полдня тут гонок устраивать. Там волки нужны. Сейчас только команду дай, и махом убежит. Ладно, поедем дальше.
Сколько тут народу сейчас осталось? А? Сколько народу живет? Дворов 10, может быть. Осенью, наверное, сыро было сильно из-за этого. Наверное, Там же не ездили, сейчас я перед Новым годом не такой ездил, больше не ездил. Ну что это за дорога? Я так не ездил. Фронтовик. То ли в танке, говорили, он горел. Короче, он весь такой обожженный. А его так и называли, кличка Жженный. Короче, я его повез на буране, на его точку, где он рыбачил. И на болоте застряли. Что-то начали таскать, это самое, сани, буран. И я ему что-то... Короче, я его как-то обозвал. То ли Федя, то ли Федька. Он как разозлился. Это я, Федя! Это я, Федя! А ты еще Федька! Хохотал я тогда на ним. Да такой злющий. Это я, Федя, а ты еще Федька! Я говорю, ладно, согласен. Сейчас поедем сетки проверим. Посмотрим, что там ловится, ребят. Не идет, бля. Пошла? Да, да, нормально пойдет. Это рукой. Мелкий чебак. Понапутал, ё-моё. Только собрался выпутать. Мы полдня сейчас будем сидеть и выпутать. Это собачкам, наверное, да? Да, собакам. А жарлицу я хочу. Жарлицу ставить буду собрать. Чем мелочь. Специально сеть поставил такую мелкую. 30-ку. Ну, На приваду, да? не, жарлицу щук на щук ловит. Крючками ловит. Ага. Я специально поставил 30-ку. На сковородке можно жарить их. Да? Ну, на сковородке поджарим.
Волки, ребят, загрызли оленя. И вот следы уже где-то стадо оленей рядышком. А где олени, там и волки. Олени, конечно, нам не нужны. А вот волков-то мы поищем. Обалдеть. Вот старые следы были. Тут вроде посвежее пошли. Сейчас круг кинем. Попробуем найти их. У меня в этот раз зайку только взял как оператора. Зайка изучает. Зая, это не твоя добыча. Пошли, залазь давай. Деловая. Пошли. Зая, ну-ка место. Место сказал. Место. Ну все, едем искать. Морда операторская. Ну что, сейчас они тебя съедят. Зая. Ну вот, ребята, и волков, кажется, нашел. След волчий. Олень-то был точно задранный. Не знаю, сколько штук, но вроде пока один. Это 100% волчий след. Но они идут по оленям следам, поэтому след где-то еще до оттепели. Ему дня 3-4. Стадо вроде ничего крупное. Волки стопудово на них где-то сидят. Будем искать их. Нельзя. Нельзя. Еще один, ребята, олень волчий. Нельзя, Зая. Охренеть. Видимо, они им с ним тут где-то расправлялись. Но он видно, что со вчерашнего дня лежит. Бедненький. Жесть. Там с одного задавили, бросили, вообще пофиг, даже не съели. Представляете? Не тронем, мы тебя не тронем. На гачах шрамы видно. Ну, видно, как, видать, долбили. Нельзя, Зая, не трогай его. Вот так орудуют волки. Они их просто давят и даже не едят. Нельзя! 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 Ну-ка ко мне! Зая! Сюда иди! Коза! Нельзя! Нельзя! Сейчас он тебе даст втык. Ручей полый. Надо перескакивать как-то. Олень-то этот, наверное, оклемается. Он тут лежал. Ну, сутки, наверное, больше он тут лежал. Жалко, конечно, скотину, блин. Ну, ничего не поделаешь, это волки. Такие дела. Парни, это трындец какой-то. 4 оленя уже я насчитал. Жесть, вот это они их порезали, бля. Я в шоке. У оленей все ляжки поизгрызаны, кровят. Видно, что их волки драли.
зайка там пасет. Коза. Ну, волчий след я пока не вижу. Я их вижу, но я их не вижу, куда они шли. Их примело за ночь. Волки как сквозь землю провалились. Блин, чертовщина какая-то. Все, есть добыча, есть олени, есть бегают. Волчьих следов нет. Местами еле-еле по насту видно. Ну, очень плохо. Сейчас попробую еще круг записать. Вот так вот они оленей гоняли. Волчьи следы вперемешку с оленями. Это вчера, видать, драма развивалась. Волков не могу найти. То ли гнездовойку сделали, как сквозь землю. Ну, снега не было, снег только сегодня ночью выпал. Может, из-за этого они могли по насту убежать. Бля, мощно. 5, 6, 7 оленей я насчитал. Задавленных. 2 живых. 2 живых, 6 задавленных. Такие дела. Еще один олень, ребята, разорванный. Это уже 8-й. Обалдеть. Ну куда они делись? Не могу найти. Все, след заметенный. 8 оленей. Как с куста. Жесть. И ладно бы хоть бы ели. Они все брошенные лежат. Куда же он ушел? Ой, ребят, видимо, он тут к лёжке, что ли, готовился. Копал что-то. Но он явно был сытый. Кстати, волк-одиночка. Он туда пошел. Ну, пока еду по следу. Посмотрим, что будет. Он тут всех оленей кончил. Такие дела. Все место живет. Покопалась для него. Тщательно обследовав местность, мы пришли к выводу, что в округе орудует один лютый волк-одиночка. Этот хищник разогнал всю округу. Дикие олени разбились на мелкие кучки и были очень пугливы. Корка наста не давала им свободу передвижения, и волк-одиночка мог без проблем догнать любого оленя. Меня поразила его жадность. Складывалось впечатление, что зверь просто ради забавы бегал и резал беззащитных копытных. Свежие и старые следы его резни попадались очень часто мне и Федору Тимофеевичу на глаза. Мы решили, что любой ценой настигнем этого лютого волка. Это волчий след. Местами вот провалился пару раз. Здоровый волчара. Блин, куда же он пошел-то?
Проезжая по Таежной реке, со мной произошел нелепый случай. Я увидел, как на реку выбежал большой лось и остановился у меня на пути. Немного постояв, он медленно выбежал по руслу реки и скрылся за поворотом. Поскольку мне было по пути, я тоже решил заехать за поворот и поснимать красавца на камеру. Но как только я обогнул изгиб и немного приблизился, лосю явно не понравилось мое присутствие. Он, прижав уши, пошел на меня в атаку. Узкая река и обрывистые берега не позволяли мне быстро выскочить на берег. Я четко понимал, что очень серьезно влип. Ружье находилось в чехле и было крепко привязано. Шансов уйти от столкновения у меня не было. Но ситуацию кардинально спасла зайка. Она бросилась лосю навстречу и переключила все его внимание на себя, тем самым позволив мне развернуться на снежике и уехать от лося. Мои ноги слегка тряслись, а в голове витал легкий ужас от случившегося. Этого лося я запомню на всю жизнь. Ай, умничка, иди ко мне, зайка. Ада, ко мне, зая. Зая, ко мне, иди ко мне. Ко мне, зая, сюда иди. Зая, иди ко мне. Иди, мало, ко мне. Ко мне, зая. Зая, ко мне. Ко мне. Зая, иди сюда. Сюда иди. Иди ко мне. Ко мне иди. Иди, молодец. На, возьми. На, зая, на. На. Молодец, на. Молодец, моя девочка, дай место. Иди сюда, место. Давай. Вот, молодец. Ой, спасла папу, умничка, все, не трогай ее. Все, молодец. Все, место. Все, поехали. Вот такие, ребят, таежные ручьи. Вроде чуть-чуть, там свежий бор идет, а переехать невозможно. Свежий ручей талый. Придется искать объезд. Но пока следов нету, признаков ни оленя, ни волка. Лосиный есть старый след. И все. Ну, прям дальше. О, ребят, избушечка какая. Вот такая. Ну, приспичит переночевать можно. Медведь он и задрал. Печка есть. Вот. Труба, правда, не по размеру. Соль, нары, привет, ТО Йоган Инстан, Валя,
пепла. Медведь залазил, окно разбил. Да, древний вагончик. Даже не вагончик, избушка. Такие дела. Очередное эхо коммунизма нашли в тайге. Смотрите, ну это, наверное, года 80-е. Брошенная буровая. Куча металлолома, но вывести его отсюда нереально. Ну, можно, конечно, но овчинка выделки не стоит. Так, Зая, ты готова искать волка? Ты готова искать волка? Может, ты металлолом поводишь, нет? Не хочешь? Ладно, поехали искать волка. Такие дела. Прям дальше. Что же?
Это свежий след. Зая, иди, он тебя съест. Иди сюда. Ну-ка там, по-моему, еще один. Правее. Вот это лапа, ребят. Уйди, Зая. Не назад, не вперед, вот назад. Стрелы вперед вытащил, сейчас потихоньку едут. Ну все, давай. Я сразу, где мы разминулись, за тобой поехал, развернулся за тобой. Ты лесом ушел, а они в речку перешли. Вчера нашли волка, но выторпеть не получилось. Спустились в речку и влетели в жуткую наледь. Полдня там потратили, все уже темно, потемну. Вернулись обратно в избушку. Сегодня продолжим преследование. Вчера видели свежий переход волка. Волк-одиночка очень здоровый, хороший волчара. Вот. Это тот волк, который подрал наших 9 оленей. Поэтому тут дело принципа, надо будет его догнать. Но зверюга очень умный. Это далеко не копытное, очень хитрое, коварное животное. Поэтому не все так будет просто. Но будем пытаться, пробовать. Сегодня заправились, взяли с собой бензина, запас, маленько провизии. Собачек, наверное, заберем. Если что, придется где-то в лесу, наверное, ночевать. Такие дела, ребят. Прям продолжаем охоту на волка.
Добыть волка в глухой тайге – задача непростая. Но за то время, пока мы тропили серого хищника, нам стали известны его привычки и манеры. Охотился зверь, как правило, в пойме реки. Там было очень много лося. А вот на лёжку он предпочитал уходить на открытые места, где все хорошо просматривалось. Как только зверь чувствовал опасность, он сразу убегал на реку. Заросшие берега и наледь с проталинами делали волка недосягаемым для снегохода. Но нам удалось перехитрить Лютого. Федор Тимофеевич заехал выше по руслу и сделал засаду. Ну а мне просто оставалось подшуметь волка, который убегал по реке. Все, поехали. Я зарублю его в место, когда. Давай, раз, два, оп! Так, теперь надо... Так давай, может, за одну его пока. Я понял. На задней лапе даже проходит прямая между передними пальцами и задней парой пальцев. 4 пальца у волка, так и как и у собаки. То есть по этому промежутку можно определить, что это волк. Да, вот по этому промежутку можно определить, конечно, волка. Отличить от собаки, вот что самое главное. Они следы одинаковые абсолютно, но именно расположение пальцев, эти задние, Ну, больше назад оттянут. больше назад оттянуты, да. А у собаки они сюда заходят, как и у росомахи. Поэтому след получается не вытянутый, а округленный. Вот так и закончилась наша охота на волка. Уставшие, но довольные, мы отправились в обратную дорогу домой. По пути заехали на избу к Павлу Ильичу, подварили лопнувший фаркоп на нартах, поделились хорошей новостью о поимке лютого волка. Наша охота избавила местную тайгу от матерого кровожадного хищника, который держал в страхе всю округу. Местные лоси и олени могли теперь жить спокойно, ведь их жизням больше никто не угрожал. Ну а в нашей памяти навсегда останутся чистые светлые сосновые бора, извилистые берега таежных рек, красивые силуэты диких оленей и очень яркие эмоции и впечатления от проведенного в тайге времени. Ну что,